Сегодня я хочу поделиться более мощной техникой для достижения любых своих целей денежных, на личную жизнь, продвижения по карьерной лестнице, построения бизнеса, на здоровье, на привлечение успеха, удачи и другие варианты. Эта техника называется «косица с потоками». Уверена, она приведет вас еще к более потрясающим результатам. Но к этой технике нужно переходить в том случае, если вы уже достаточно хорошо натренировали свою косицу и хорошо владеете техникой косицы намерения. И легко ее активируете, тогда можно переходить к более глобальным целям. Легко ее активируете и применять технику косица с потоками можно для более масштабных целей и ускорять результат по их достижению. Более подробно, как работать с косицей намерения, смотрите видео у меня на канале, а также обратите внимание на видео, почему не работает или же не получается активировать косицу. Ссылки на эти видео я оставлю внизу в описании. Приветствую всех на канале, с вами Елена Макаренко. Пополняйте ряды богатых и успешных людей, просто нажав на кнопку «Подписаться». А чтобы не пропускать новое видео на моем канале каждый вторник и четверг, обязательно нажимайте колокольчик. Ну и, конечно, жду от вас поддержку, лайки, а в комментариях делитесь своими результатами. Как выполнять технику косицы с потоками. Чтобы освоить эту технику, вначале вам нужно потренироваться, выполнить шаги по отдельности, а потом в определенной последовательности выполнить всю технику. Тем самым вы усвоите алгоритм действий, и шансов будет больше, что у вас получится выполнить эту технику. Ведь в жизни гораздо легче что-то увидеть, чем представить, почувствовать что-то энергетическое, что не видно нашему глазу. Делать технику нужно стоя, можно с закрытыми глазами, если удобно с открытыми, но я рекомендую все же с закрытыми глазами. Первый шаг такой. Представьте, что вдоль вашего позвоночника поднимается снизу вверх энергетический поток. На вдохе ощутите, как от пяток к макушке у вас протекает мощная энергия, а на выдохе этот же поток опускается сверху вниз. Повторите и почувствуйте эти ощущения. Восходящий поток от ног к голове и обратно. Второй шаг. Когда вы уловите ощущение, как энергия свободно перемещается в вашем теле, вообразите, он движется от пяток к макушке головы и обратно. Нисходящий поток движется от макушки головы к ногам. Чтобы вам было легче представить два потока, можно их для себя обозначить разными цветами. Например, восходящий поток энергии можно представить в виде голубого цвета, а нисходящий поток энергии можно представить в виде красного цвета. Второй шаг. Когда вы уловите ощущение, как энергия свободно перемещается в вашем теле, вообразите, что из вашей груди и из середины спины между лопатками торчат две стрелки, направленные в разные стороны. Из груди стрелка направлена вперед, из спины назад. Третий шаг. Теперь сделайте глубокий вдох и на выдохе представьте, что передняя стрелка поднимается вертикально вверх, а задняя опускается вертикально вниз. Одновременно с этим в вашем теле запускаются два энергетических потока. Восходящий энергетический поток, запущенный передней стрелкой, движется вдоль всего тела, чуть спереди, снизу вверх, от пяток до макушки головы и обратно. Как я уже говорила ранее, условимся, что это будет голубой цвет энергии. Нисходящий энергетический поток, запущенный задней стрелкой, движется чуть сзади, сверху вниз,
И как я уже раньше также сказала, мы условимся, что эта энергия будет красного цвета. Так нам будет легче просто ориентироваться. Алгоритм косицы с потоками. Для начала обозначьте свою цель. Например, «хочу дом у моря». Вы должны сформулировать свое намерение в краткой форме, в настоящем времени, без частицы «не». Например, я живу в собственном доме на берегу моря. И во время всего этого процесса вам нужно представить четкую картину, как вы живете в этом доме на берегу моря. Очень важно, чтобы вы представили картинку и были вместе с этой картинкой внутри. Не наблюдали за этой картинкой со стороны, как будто вы смотрите фильм. А очень важно отождествиться с этой картинкой. Вы можете представить, как вы стоите у окна и смотрите на берег моря. Вы можете представить, что вы сидите на диване кожаном в гостиной. Следующий шаг: скажите такие слова: «Вижу себя, вижу реальность». После этого обратите внимание на свою косицу. То есть вы должны сконцентрироваться на область между лопатками и зафиксировать какие-либо ощущения. Возможно, это будет покалывание, либо жжение, либо тепло, либо какая-то пульсация. У меня, например, в области лопаток с правой стороны, когда я активирую косицу, постоянно одни и те же ощущения. Это вот немножко такое жжение в правой стороне, и я уже полагаюсь на эти ощущения и понимаю, что у меня косица активировалась. То есть в тот момент, как вы активировали свою косицу, вы представляете, что у вас из груди торчат две стрелки, направленные прямо. Из груди и в области лопаток тоже торчат стрелки. Почувствуйте и активируйте свою косицу. То есть на выдохе представьте, как ваша косица активируется. То есть обратите внимание на определенные ощущения. После того, как вы активировали свою косицу, удерживайте на ней внимание, то есть фиксируйте ощущения, например, там покалывание в области лопаток или какие-то другие ощущения. Затем подключаете свою картинку, то есть одновременно удерживаете картинку, например, как вы стоите у окна своего дома и смотрите в окно на море, удерживаете ощущение, ощущение косицы, и мысленно опускаете стрелки, переднюю вверх, заднюю вниз. Тем самым вы запускаете два потока одновременно. Вы представляете, как у вас восходящий поток энергии движется от пяток к макушке головы и обратно. То есть представьте, что восходящий поток, он движется у вас как бы до позвоночника, в передней части, а нисходящий поток энергии, который запущен задней стрелкой, он идет за позвоночником, он идет от макушки головы к пяткам. И в этот момент, вот когда вы держите внимание, во-первых, на своей картинке, вы держите внимание на косице, на ощущения, и вы представляете одновременно, как у вас идет поток энергии восходящий снизу вверх и нисходящий. И когда будет у вас идти эта энергия, движется, например, у меня в области живота, когда движется восходящий поток энергии, я чувствую вот такое тепло. Когда идет поток нисходящей энергии, то я в области поясницы с правой стороны тоже чувствую какие-то ощущения. И вот очень важно удержать ощущения, которые, например, у меня в области живота, в области спины, в области лопатки, и удержать фокус внимания на картинке. Это, конечно, нужна практика, чтобы это все фиксировать. И самое интересное, когда все идут два потока, получается один впереди, другой сзади, и именно одновременно я чувствую ощущение вот в области живота, тепло, и
Сзади, вот с правой стороны, я тоже чувствую тепло, и в области лопатки я чувствую так, ну, как бы такое вот немножко жжение. Когда вы прокрутили 8 раз эти потоки, потом вы произносите такую фразу: «Мое намерение реализуете», и на выдохе опустите эти все ощущения. Очень важный момент. Вам необходимо научиться удерживать два энергетических потока, то есть концентрироваться на этих ощущениях, также удерживать внимание на косице и удерживать внимание на картинке. Вообще возникают сложности, люди не могут представить картинку, ну, бывают разные ситуации. И если, например, вам не удается визуализировать какую-то либо картинку, ну, во всяком случае, если вы будете практиковать и с помощью определенных упражнений вы можете научиться визуализировать, научиться визуальному восприятию. Но еще, например, есть категория людей, которые визуалы, которым легко удается визуализировать, аудиалы, то есть ему проще услышать какие-то звуки, кинестеты, которые могут там услышать запах, какие-то ощущения почувствовать. И есть люди с дигитальным восприятием там происходящего. И вот я тоже отношусь к категории дигиталов, которые мне сложно тоже визуализировать, но тем не менее я, например, если визуал видит четко картину там на берегу, дом на берегу моря, то дигиталы, они понимают, они не видят, там, например, не слышат, но они знают, что это дом на берегу моря, просто знают и все. То есть они получают эту информацию каким-то своим другим способом. Словами это, конечно, сложно объяснить, но люди, которые с дигитальным восприятием, они поймут, о чем я. Но, несмотря на это, любое восприятие можно с помощью различных упражнений развивать. Выполнять эту технику я рекомендую стоя, чтобы руки ваши были вдоль туловища. Желательно одеть такую маску-очки. Ну, выполнять желательно с закрытыми глазами. Ну, некоторые могут, конечно, и с закрытыми, но на начальном этапе, пока вы будете осваивать эту технику, я просто рекомендую быть в маске, так вам легче будет концентрироваться на этих всех ощущениях, и у вас гораздо быстрее получится эта техника. Со временем, конечно, вы можете выполнять эту технику и с открытыми глазами. Вот, например, когда я осваивала технику косица намерением, тоже мне сложно было как бы научиться выполнять определенные шаги, но тем не менее я ее освоила. Сейчас я могу выполнять технику косица намерения прямо даже за рулем, то есть следить за дорогой и выполнять эту технику. Ну, на это все, конечно, нужно время и, конечно, опыт, практика. И также хочу вас подвести к тому, повторюсь, что эта техника очень сложная, и ее вот так выполнить не удается, но при этом она очень мощная. Делюсь своим опытом, как я, например, осваивала ее. Научиться выполнять определенные шаги. То есть представьте, как у вас идет поток восходящей энергии от пяток к макушке и обратно. Вот вы просто представьте, как этот поток энергии может быть как ручеек воды, может быть как нити, либо канат. И если сложно представлять, то вы можете представить, что это энергия, например, голубого цвета. Может быть, вам так будет легче. Если хотите, можете не представлять. То есть, ну, можно любым способом. Когда у вас это уже получится представлять, вот как она циркулирует, эта энергия, потом обратите внимание уже на ощущения, которые вы чувствуете, ну, во время движения. Возможно, у кого-то будут какие-то ощущения в области солнечного сплетения, либо там в области горла. Ну, вы уже сами там сконцентрируетесь на этих ощущениях. Когда у вас получилось уловить эти ощущения, тогда вы переходите ко второму шагу. Вы учитесь запускать энергетический поток нисходящей энергии, который идет от макушки головы и к пяткам, но он у вас движется за спиной. Соответственно, вы представляете эту энергию. Но опять-таки, можете представить ее в виде нитей, либо ручейка воды, ну там неважно, как вы будете ее представлять, как у вас получится.
Также представляете, например, что это энергия красного цвета, потому что когда у вас будет уже два потока, вам просто будет легче, ну, как бы воспринимать. Если вам, ну, так, без надобности, ну, выберите для себя какой-то другой способ. Потом, когда вы уже натренировали, у вас получается выполнять поток, который находится у вас сзади, потом вы попробуйте одновременно запустить эти два потока. То есть представьте, что у вас движется энергия как бы в передней части до позвонка и в задней части. И вы потом, когда научитесь уже, ну, вы одновременно сможете удерживать, как бы представлять, когда эти два потока движутся, тогда вы уже концентрируете внимание на своих ощущениях. Тот поток, который движется у вас за спиной, то, естественно, у вас будут возникать какие-то ощущения, может быть, ну, покалывание, там, томление, жжение, я не знаю, еще какие-то могут быть ощущения, именно нисходящий он за спиной, поэтому в области спины должны быть у вас какие-то ощущения. И одновременно удерживайте, что вы чувствуете за спиной, что вы чувствуете как бы впереди до позвонка. Когда у вас получилось это, тогда вы уже пробуйте активировать косицу, почувствуйте, ну а потом просто потренируйтесь активировать косицу, держите внимание, что вы там ощущаете в области лопаток, одновременно запускайте эти два потока и концентрируйтесь на ощущениях. То есть вы должны удержать во внимании 3 точки. Ну и, соответственно, когда вы это упражнение отработали, тогда уже вы еще подключаете картинку. То есть представьте что-нибудь, представьте и уже удерживайте одновременно внимание на картинке, например, как вы едете за рулем автомобиля, того, о котором вы мечтаете, как у вас активировалась косица, и вы держите на ощущениях, и одновременно поток, который, например, голубого цвета восходящий и красного цвета нисходящий. Если у вас уже это получилось, тогда вы уже начинаете делать всю эту технику сразу. То есть вы сконцентрировались на своем желании, поняли, что вы хотите, вот, подумали о своем желании, сформировали свое намерение без частицы «не» обязательно. В настоящем времени желательно, чтобы ваше намерение было коротенькое. Активировали косицу, сказали фразу «вижу себя, вижу реальность», представляете картинку, активировали косицу, держите внимание, потом представили, как у вас из груди идут 2 стрелки, опустили стрелки одну вверх, другую вниз, запустили 2 потока и удерживайте все внимание. Когда вот это вот все немножко прокрутили, на выдохе проговариваете «мое намерение реализуется», и на выдохе сбросили все эти ощущения. Вообще эта техника занимает максимум 2 минуты, но поскольку вы только будете ее начинать осваивать, у вас будет это гораздо дольше, пока этим всем овладеете. Еще такой важный момент. Для меня, например, эта техника была очень сложная. Например, сложно представить эти энергии, которых не видно не видно обычным глазом. Поэтому я для себя разработала такой вот алгоритм. Я просто рисовала сначала на листке, и тем самым по мере того, как я это все прорисовывала, у меня формировалась картинка в голове. И потом, когда я переходила именно к практическим действиям, мне уже было легче воспринять эту информацию, представить эти все потоки и все эти действия. Сейчас я вам наглядно это все продемонстрирую. Возможно, для кого-то это будут лишние шаги, и ему с легкостью удастся выполнить просто действие без какого-то либо рисования. Если все-таки вам достаточно сложно освоить технику, рекомендую попробовать так. А возможно, у вас найдутся и какие-то другие шаги. Внимание на экран. Например, я осваивала технику так. Рисовала просто банально вот такого человечка, чтобы представить я очень хороший художник, поэтому
как в детском саду. Картинка. Даже если вы не художники, ничего страшного. Так, скажем, вот таким образом я делила картинку пополам. Черная линия – это у меня линия позвоночника. Я отделяла. То есть я давала пространство, значит, в передней части у меня было движение вверхходящего потока, и я обозначила для себя, например, что он у меня был красного цвета. То есть восходящий поток, он шел от пятки по направлению к макушке головы и обратно. И я прорисовывала эту энергию так, ну, чтобы мне было понятно. Именно вот она, энергия двигалась вот до макушки головы и обратно. Вот таким кругом, ну, как бы в передней части тела у меня двигалась энергия. И я прорисовывала, что вот она от пяток и вверх. Вот так я прорисовывала, и мне так легче было понять движение этой энергии. Ну, сложно было уловить. Но после моих этих художеств у меня пошел процесс лучше. Как мы понимаем, ну, это у меня, например, пояс. Так, дальше мне нужно нарисовать было энергию низ входящего потока. Этот поток двигался от макушки головы и к пяткам. Я эту энергию обозначила для себя голубого цвета. Уже так рисовала, закончился фломастер. Вот. И также прорисовывала, что вот она движется сверху вниз. Два потока. И, скажем так, нисходящий поток, он был направлен вниз. А вверхходящий поток, он был направлен вверх. Дальше я также представляла, что у меня из груди, ну вот, например, грудь, торчали две стрелки. Вот так. Одна стрелка и вот вторая стрелка. И когда, например, я активировала косицу, то я представляла, что я запускаю энергетический поток, когда я опускаю стрелку. Значит, заднюю я опускала вниз. Так, нарисую красным. Например, чтобы было видно заднюю, например, я ее опускала вот так вниз. А верхнюю я поднимала вверх. И вот после этих движений, вернее, этих манипуляций, у меня запускались два потока. То есть сначала стрелки просто одна впереди груди, другая сзади в области. И после того, как я запустила этот поток, у меня начало двигаться два потока. Вот восходящая энергия, она двигалась вверх к макушке и обратно. Нисходящая энергия, она двигалась от макушки головы
к пяткам. И это нужно представлять одновременно, что, ну, так легче ориентироваться, например, голубая там и красная энергия. Вы можете любые цвета представить. Вот. И когда, по моим ощущениям, когда вот энергии двигались, и именно в области, скажем так, это, ну, пояс, где-то вот область живота. Так, чем нарисовать? Вот в области живота, скажем так, здесь я ощущала какое-то тепло. А здесь, например, вот пояс в области спины, с правой стороны, я ощущала тоже какие-то, ну, такое тепло. И вот именно когда эти потоки здесь вот, ну, находились, я одновременно чувствовала и здесь тепло, и здесь тепло. Ну и также мы обращаем внимание, что стрелка, у нас еще же есть косица намерения, то у нас же еще и, ну, скажем так, вот это у нас будет лопатка. Лопатка за спиной. И здесь получается, вот я чувствовала тоже такое, ну, жжение немножко. И вот получается, а здесь, вот это у меня глаз, я представляла картинку. Ну, например, море плюс дом или там автомобиль. И вот важные моменты. Значит, мы представляем, первое, картинку, представляем, не смотрим за ней со стороны, а представляем, как будто мы там стоим у моря, или там плаваем, или едем за рулем автомобиля, или примеряем бриллианты. Запустили, представили вот стрелки, потом активировали косицу, почувствовали какие-то ощущения в области лопаток, потом запустили два потока, то есть опустили стрелочки вверх и вниз, и тем самым запустили вот это вот движение и получили вот эти вот ощущения. В передней части тела у вас может быть в области живота, может быть у вас в области там пяток или еще в какой-то другой части ощущения, не знаю, у каждого сугубо индивидуального. Я говорю так, как у меня. И в области спины. И получается, вот вы фиксируетесь именно на этих вот ощущениях. Раз, два, три, четыре. То есть вы должны удерживать фокус внимания на вот этих вот всех ощущениях. Визуально картинку, косицу и два потока, чтобы, ну, с ощущениями. Потом просто произносите фразу «Мое намерение реализуется» и на выдохе сбрасываете все эти ощущения. Выполнять эту технику рекомендую, ну, 2 раза в день. Если хотите, можете выполнять больше. Вы можете также для себя придумать какие-то, ну, свои действия, которые вам облегчат выполнение этой техники. Помните самое важное, что вы сами задаете свою реальность своими мыслями, поступками и решениями. Когда вы запускаете посыл во Вселенную, вы задаете своим мыслям правильное направление. И очень важно в тот момент сконцентрироваться и получать, и принимать с благодарностью подсказки от Вселенной, и тем самым вы будете совершать правильные шаги и действия, которые будут вас кратчайшим путем вести к вашей цели. И эта техника работает только на свои желания. Если вы хотите с помощью этой техники помочь кому-то, то, конечно, у вас это не получится. То есть сам человек должен освоить эту технику и работать со своими желаниями. И очень также важно, что если вы формулируете свое желание, чтобы оно было именно ваше, искреннее, от всей души. Если же вы хотите такой автомобиль, как у вашего соседа, потому что вот у него такой, и я хочу, то, естественно, если это желание не искренне от вашей души, то оно и не исполнится. Желания должны быть именно ваши. Я желаю всем максимально быстро освоить эту технику,
коситься с потоками и двигаться к своим заветным мечтам и целям. А прямо сейчас поддержите мой канал, подпишитесь, поставьте лайк этому видео и поделитесь этим видео с теми людьми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, успеха и богатства. Ну и, конечно, не забудьте нажать колокольчик, чтобы самыми первыми получать уведомления о моих новых видео на канале. Всем пока, на связи была Елена Макаренко. Хороших вам результатов и свершения всех целей и мечт.